Всем большой привет! Мой прекрасный летний маникюр отрос. Побывал он в суровых условиях отдыха в кемпинге, рубка дров, поиски палок для огня. Это все делала не я, но где-то все же умудрилась колоть углы рабочих пальцев. В общем-то, установка и сборка палатки только чего стоила. Но маникюр спокойно дожил до рекордного месяца. Нужно просто не бояться подпиливать торец, если случаются казусы, и спокойно ходить положенный срок. А я напомню, что зовут меня Татьяна Бугри, я мастер маникюра со стажем 11 лет и YouTube-блогер-миллионник маникюрной тематики. Рада, что вы сегодня со мной, и я буду вместе с вами делать осенний маникюр на своей левой руке. Буду это делать с бомбическим цветником и необычным дизайном. Также сегодня будет анонс о полной ликвидации бугрибокс, это значит максимальные скидки. Тут уже кто успеет, тот успеет, но весь маникюр выполню с помощью материалов именно из бугрибоксика. Все оттуда будет, кроме фрез. Но об этом чуточку позже. Итак, из мелочевки в наборе для маникюра много полезного. Пилочка, кисточки, тонкая и плоская, безворсовые салфетки, апельсиновые палочки, формы для наращивания или ремонта ногтей 5 штук. И сейчас мне нужна пилочка для оформления свободного края. Тут совсем немного по торцу работаю, чтобы освежить форму, и параллели подбираю, они немного вниз провисают. Пилочкой я также опиливаю всегда поверхность ногтя. Никакого бафика. Пилка изглаживает ступени от материала после снятия и приподнимает анихобласты. Это чешуйки нашего ноготка, которые нужны для сцепки с искусственным покрытием. Далее приступаю к выполнению маникюра. Раньше в моих наборах были инструменты для классического маникюра, так как наборы для новичков или для себяшек, но сейчас практически у каждой есть аппарат, поэтому актуальность классики несколько утеряна. И здесь каждый волен выбирать ту технику для выполнения маникюра, с которой он знаком или в которой уверен. Поэтому наборы бугрибокс стали не просто для новичков, а для мастеров маникюра, которые хотят работать проверенными материалами. И для тех, кто выполняет себе маникюр самостоятельно, тут тоже не будет вариантов ошибиться, прикупив что-то ненужное. Чтобы не тратить время и деньги на поиски качественного цветника, удобной базы, топа, который не отбегает до краев, вы все об этом знаете, я думаю. И получаете при этом еще много бонусов. Маникюр на себя я выполняю в комбинированной технике, то есть работаю и аппаратом, и режущим инструментом. Если первое иногда меняется, то второе – это неизменный суперострый помощник. Это мои фирменные ножнички. У меня многие хотят получить боксы за границей, но у меня нет такой доставки. А вот отдельно ножнички отправить, к сожалению, не могу, так как количеством они рассчитаны на количество боксов, и приобрести их можно только в наборе. У этих ножниц измененное полотно по моим индивидуальным запросам и выполнено профессионалами высшего уровня по заточке инструмента, что острота ножниц вас будет долго удивлять. После готового маникюра я приступаю к ремонту среднего ногтя, поэтому праймер и база только на него. Полимеризую в лампе, и вот, кстати, время поговорить о лампе. Она от компании Melody Suzy. То, что вы видели у меня портативный аппарат или аппарат вообще без провода, только ручка, вот это все от этой компании. А это ко мне приехала лампа 2 в 1. Работает она как настольная лампа, так и ультрафиолетовая. У нее очень гибкая шея, она легко фиксируется в любом положении, и ею очень легко маневрировать, на мое удивление. При этом устойчивое основание, так как оно тяжелое, увесистое. На самом основании есть кнопка включения, а на голове сенсорная кнопка переключения режимов. Итак, в лампе 6 диодов естественного освещения и 3 диода ультрафиолетового. За счет устойчивого основания ее можно вытянуть в положении даже вот так, чтобы она не мешала под рукой. 3 диода это мало для полноценной просушки материала, но в моментах, когда нужна промежуточная фиксация, дизайна, например, или приклеивание типсы на гель, она очень выручает.
мешает. Инкрустация страз тоже, если будете выполнять, то она будет классным помощником, чтобы не нарушать центр. И поэтапно каждый стразик пару секунд подсушивать. Продолжая ремонтировать ноготь, в наборе есть акригель, которым можно довесить недостающий угол, как в моем случае. И сделать это можно на весу без формы. Также можно нарастить этим акригелем сломанный ноготь, использовав одну из 5 форм. Или же просто сделать укрепление натуральных ногтей по свободному краю, а затем этот натуральный край снизу выпилить. Это пригодится, если у вас отслойки с торца, если скручиваются параллели, или хочется просто более четких и прочных квадратов, например. А чтобы материалом достроить уголок на весу без помощи формы, нужно акригель поглаживать кистью нежно, без нажима и давления. Таким способом можно и добавить пару миллиметров длины по всему торцу, если есть в этом необходимость. А чтобы материал просыхал под моим контролем, я делаю это под новой точечной лампой. После просушки необходим опил, чтобы квадрат был ровным и четким. И искусственный твердый материал дает в этом большое преимущество. Именно так получаются максимально крепкие углы и максимально четкие, что иногда после такого ремонта ноготь слишком идеален и выбивается из общего вида по соседству с ногтями, на которые нанесен просто укрепляющий слой базы. Но ничего, база будет и на этом ногте. Акригель я довела не до кутикулы, чтобы исключить случайное попадание материала на кожу. И это место нужно доровнять базой. Капля небольшая и выставляется только в промежутке той зоны, где не было акригеля, с легкой оттяжкой к центру ногтя. На кончике материал лежит максимально тонко. Туда объема добавлять не нужно. На остальных ногтях выравнивание базы, которая делает эффект укрепления. Это стандартная каучуковая база по консистенции и для выравнивания хороша, и для подложки в тонкий слой пригодится. Далее неожиданно сразу топ. Он необходим для создания дизайна. Нужно нанести его тонко по периметру всего ногтя, а потом по центру чуть-чуть добавить количество. Не каплю, конечно, как в выравнивании. Просто с кисти немного перенести на центр ногтя. А на центр это нужно сделать для того, чтобы на кожу не попало. Дальше нужна пена. Да-да, она делается за секунду из ферри и напора воды. Дизайн не новый, подобное я уже показывала на своем канале, но он очень эффектный. Переносим пену на мокрый топ, то есть не просушенный, и вместе с пеной полимеризуем. Не переживайте, ультрафиолетовые лучи отлично проходят сквозь пену. Если после полимеризации все пузырьки не лопнули, убираем их салфеткой. Дизайн на самом деле простейший. Так как мы дали чуть объема топом, то есть частички, которые сильно торчат. Их я опиливаю пилочкой. Задевать ее можно только торчащие пики, иначе дизайн не получится. И далее один из лучших дизайнов набора Bugribox. Все эти детали могут невероятно стильно подчеркнуть ваш маникюр. Идей с таким декором у меня лично тысячи. Вот, например, такой. Минималистично, аккуратно и стильно. Ну а у себя на ногтях я выполню несколько другой, тоже с применением одного из этих декоров. Втирка супер мелкого помола и наполнена она до краев. Далее мы втираем ее в рельефный дизайн. Лайфхак. Чтобы втирка втиралась с зеркалом, после того, как вы помацали топ или пересушили, протрите по нужному месту салфеткой с ацетоном, например, средством для снятия гель-лака. Протираете, и втирка ложится идеально, даже если вы полапали топ или пересушили его. Теперь этого можно не бояться. Посмотрите, какой классный эффект получается, как будто бы кожа рептилии, правда? Мне же не одно это кажется. С торца я убираю втирку пилкой и покрываю дизайн топом, выравнивающим слоем. А далее к заполнению цветом на остальных ноготках. В наборе с декором в составе есть 3 цветника. Все они с пометкой by Татьяна Бугрей. Они очень плотные и классические по цвету. Для них всегда найдется применение. Поэтому простаивать на полках у вас точно не будут. Я выберу вот этот благородный, очень плотный по пигменту цвет. Вы только посмотрите его нанесение. Насыщенный цвет бургундии. Осенью, но просто то, что нужно. И это только лишь первый слой, которым я прорабатываю в начале периметр ногтя, чтобы был каркас. Тонкая кисть в этом помогает, она, кстати, и для большого количества дизайнов очень удобна. А вот запачканные боковушки поможет очистить апельсиновая палочка.
Еще один интересный фрагмент сделаю на большом ноготке. Той же тонкой кистью и тем же цветником вначале я нарисовала овал, который останется полым внутри и заполненным цветом снаружи. Супер идеально выводить его края нет никакого смысла, поэтому создаем только ориентир и дальше заполнение всего ногтя. После полимеризации снимаю липкий слой с цвета. Эта дисперсия окрашивается на салфетку, не пугайтесь, все это потому, что цветник очень наполнен пигментом. Сняв дисперсию, ноготь получается чуть матовым. Можно его еще дополнительно забафить для этого дизайна, но не обязательно. Топом без липкого слоя заполняю овал, слегка заходя на контуры цветом, и снова на непросушенный топ наношу пену и полимеризую в лампе. Убираю сверхторчащие пики, протираю это место ацетоном и втиркой натираю фактуру. Она прилипла и на цвет за пределами овала, поэтому важно топом сейчас воссоздать прежний контур. Закрепив топом необходимую зону, все лишнее мы сможем убрать салфеткой с обезжиривателем, например. Вот так, кажется, идеально получилось. Ну и в завершении нужно покрыть теперь ноготь полностью топом. И сейчас самое время вам сказать о том, что близится к завершению моя ликвидация бугри-боксов. Дело в том, что больше этот проект не планирует свое существование. Именно поэтому оставшиеся бугри-боксы мы распродаем с огромной скидкой и еще 3 бонусами. Этими бонусами являются гайд по фотографии, по выполнению дизайнов и по выполнению френча. Я уверена, это потрясающая возможность порадовать себя или своих близких таким чудесным набором в замечательной коробке, можно сказать, даже подарочной. Более подробно состав прочитать вы сможете на сайте, ссылку на который я оставлю в описании. Как я уже сказала, боксов осталось совсем немного, поэтому пусть удача улыбнется именно вам забрать такое наполнение с огромной выгодой. Я возвращаюсь к завершению своего маникюра. Мне осталось доработать указательный палец с дизайном. Здесь я планировала дублировать контур ногтя, сделать это основным цветом и постараться выполнить это тонкой линией. После полимеризации этого контура тоже финально нужно покрыть ноготок топом. Дизайн получился необыкновенным. Напишите в комментариях, как вам такая идея интерпретированного простого дизайна с пенкой. Заиграет, мне кажется, с любым цветом. Я довольна результатом и вот такая одухотворенная пойду сдавать экзамен по вождению. Всем спасибо, что были сегодня со мной и до скорой встречи в новых видео. Пока-пока!